Не успела завершиться предыдущая фаза конфронтации между Израилем и Ираном, как Ближний Восток снова оказался на грани нового широкомасштабного конфликта. Едва стихли звуки взрывов и гул израильских иранских бомбардировщиков, как внимание международного сообщества переключилось на юг Сирии, регион, находящийся всего в 80 километрах от израильской границы. Теперь Израиль втянут в прямое противостояние с новой сирийской властью. Причем в центре конфликта оказалась дружественная Иерусалиму этнорелигиозная община друзов. Поводом для обострения стала цепочка инцидентов между друзскими отрядами самообороны и бедуинскими формированиями. Вначале бедуинские боевики избили и ограбили мужчину-друза в провинции Дера. Затем обе стороны начали похищать друг у друга мирных жителей. Столкновения стремительно распространились по всей провинции Эс-Сувейда. Уже 13 июля бои достигли самого города Эс-Сувейда, исторического центра друзской общины в Сирии. В ответ сирийская армия, подконтрольная новому президенту Ахмаду аш-Шараа, начала масштабную операцию в регионе, сопровождаемую массированными артиллерийскими ударами, ракетными обстрелами и входом тяжелой бронетехники. По данным независимых правозащитных организаций, включая Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, за первые 3 дня боев в провинции Эс-Сувейда погибло более 100 человек, включая женщин и детей. Мирное население массово покидает район, тысячи стали беженцами. В центре города Эс-Сувейда введен комендантский час, наблюдаются отключения связи и перебои с поставками продовольствия. Особую тревогу в Израиле вызвало участие в операциях сирийских подразделений, ранее входивших в состав исламистских формирований. Президент аш-Шараа, в прошлом связанный с группировкой Джабхат ан-Нусра, ныне Хаят Тахрир аш-Шам, публично заявлял о разрыве с радикальными структурами. Однако на практике действия его армии напоминают тактику насильственного подавления, применявшуюся при прежнем режиме. Несмотря на недавние заявления о желании заключить мир с Израилем и даже дипломатические контакты в рамках его визита в Баку, Дамаск начал наступление на дружественное Израилю население и тем самым пересек важную красную линию. Друзская община Сирии выступила с заявлениями о геноциде. Духовный лидер друзов Хикмат аль-Хаджри обвинил правительственные силы в нарушении режима прекращения огня и призвал своих сторонников к вооруженному сопротивлению. «Мы являемся объектом тотальной войны на уничтожение. Призываю всех друзов противостоять этой варварской кампании всеми доступными средствами». Это заявление было опубликовано сразу после того, как сирийские танковые колонны вошли в Эс-Сувейду, несмотря на ранее достигнутые договоренности с лидерами общины. Израиль воспринял обращение аль-Хаджри как официальный сигнал к действию. На следующий день армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по сирийским войскам в южной части страны. Были уничтожены командные пункты, склады боеприпасов и техники в городах Эзра, Мазра и в окрестностях Эс-Сувейды. По информации СМИ, удары наносились по танковым колоннам и спецподразделениям МВД и Минобороны Сирии, направленным в регион для подавления сопротивления. Также сообщалось о высокоточных атаках по складам топлива и подземным бункерам. Представители Цахала заявили, что целью было недопущение прибытия вооруженных формирований в зону, прилегающую к израильской границе. Одновременно Израиль передал ультиматум через Египет сирийскому лидеру Абу Мухаммаду аль-Джолани. Если он немедленно не прекратит столкновение с друзскими силами, Израиль угрожает уничтожением всей структуры его режима. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац официально заявили, что приказали нанести удары по силам режима и колоннам, доставляющим вооружение в Эс-Сувейду. В их заявлении говорится:
Израиль стремится не допустить причинения вреда друзам в Сирии благодаря глубокому братскому союзу с нашими гражданами-друзами в Израиле. Мы действуем, чтобы не допустить причинения им вреда со стороны сирийского режима и обеспечить демилитаризацию района, прилегающего к нашей границе с Сирией. Израильские лидеры подчеркивают, что любые попытки изменения статус-кво в приграничной зоне будут встречены с применением силы. Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли пошел еще дальше. В своем публичном заявлении он призвал к немедленному устранению сирийского президента. Любой, кто считает Ахмада аш-Шараа законным лидером, серьезно ошибается. Он террорист, варварский убийца, которого следует ликвидировать без промедления. Он сопроводил свое заявление кадрами с издевательствами сирийских военных над друзами, включая сцены насильственного сбривания бород и унижения мужчин. Чикли добавил: «Если это выглядит как Хамас, говорит как Хамас и действует как Хамас, это Хамас. Мы не должны бездействовать перед лицом исламистско-нацистского террористического режима Аль-Каиды в костюме и галстуке». Такая позиция Израиля говорит о том, что Иерусалим не готов делать различий между Ираном, Хамас, Хезболлой и новым сирийским режимом, если они представляют угрозу друзам и еврейскому государству. Примечательно, что, несмотря на отсутствие союзнических связей между Шараа и Ираном, Израиль все равно воспринимает сирийскую кампанию в Сувейде как опасную и неприемлемую. Это указывает на новый подход. Неважно, с кем именно сотрудничает тот или иной режим, если он действует агрессивно, ответом будет израильская сила. Некоторое давление на Израиль оказали и США. Администрация Дональда Трампа, находящаяся в неформальном контакте с Временным сирийским правительством, обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары. По данным агентства Axios, израильская сторона пообещала приостановить атаки вечером вторника, однако это вызвало в Израиле волну критики. Многие комментаторы расценили это как капитуляцию перед террором и фактический отказ от защиты друзской общины, которая воспринимается в Израиле как часть собственной нации. Тем временем ситуация на месте остается крайне нестабильной. Армия аш-Шараа установила контроль над несколькими кварталами Эс-Сувейды, но отряды друзов при поддержке оружия и добровольцев из Израиля сумели вернуть часть территорий. Некоторые участки фронта переходят из рук в руки по нескольку раз в день. Лидеры друзов, включая членов группировки султана Аль-Атраша, призывают к всеобщей мобилизации. В Израиле прошли массовые протесты, особенно в районе Голландских высот. Около 30 друзов фактически перешли границу, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне своей общины в Сирии. Силы Цахал остаются в повышенной боевой готовности. Несмотря на заявление о прекращении ударов, разведка Израиля продолжает наблюдение за Южной Сирией. Любая попытка усиления сирийских сил у границ может привести к возобновлению операции. Как бы ни стремилось международное сообщество к стабилизации, Израиль ясно дал понять: он не позволит ни новому президенту, ни его армии навязать силой контроль над Сувейдой и угрожать друзам. И если ситуация не будет урегулирована в ближайшие дни, новая фаза конфликта на юге Сирии может перерасти в полноценную войну, уже с прямым участием Израиля. Восток, как всегда, остается тонким, хрупким и взрывоопасным. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Ближнего Востока.